Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу вам о проекте 1164 ракетный крейсер «Москва». В конце апреля 1972 года комиссией при Совете министров СССР было принято решение о разработке проекта 1164 «Шифр Атлант». Изначально предполагалось построить 10 кораблей серии «Атлант», но было заложено 4, а введено в строй всего 3, включая и головное судно проекта 1164 крейсер «Москва». Сегодня этот флагман – единственный корабль первого ранга в составе Черноморского флота, к сожалению. По итогам Вьетнамской войны стала очевидна роль морской авиации в современных военных конфликтах. Авианосцы ВМС Соединенных Штатов и НАТО были способны блокировать побережье, вместе с тем наносить удары по объектам, находящимся глубоко на территории противника. Так как ВМФ Советского Союза не мог противопоставить авианосцам Соединенных Штатов абсолютно ничего, выходило, что морские границы СССР были не защищены, и противник мог свести к нулю все судоходство, включая внутренние моря. Это стало основным мотивом для работы над проектом 1164. К слову, в конце 40-х годов уже была попытка ответа на американские суда типа Де Мойн, а именно проект 66. Однако он оказался откровенно неудачным, в отличие от ракетного крейсера «Москва». В октябре 1972 года Северному ПКБ было выдано тактико-техническое задание на предварительный план 1164 «Шифр Атлант». Главным конструктором по данному проекту назначили директора Северного ПКБ Перькова, а позже его сменил Мутихин. Основным наблюдающим от военно-морского флота утвердили капитана второго ранга Блинова. 21 августа 1974 года техническая часть проекта была окончательно утверждена. Закладка головного корабля «Слава», позже переименованного в «Москву», состоялась 4 октября 1976 года. На крейсерах типа «Атлант» ставка делалась на газотурбинные двигательные установки. Во-первых, их стоимость была ниже по сравнению с двигателями на ядерном топливе. А во-вторых, таким образом удалось уменьшить технические размеры водоизмещения. Кроме того, уложиться в расчетные параметры водоизмещения позволило применение легких сплавов в конструкции ракетного вертолетоносца. Ракетные флагманы серии «Атлант» должны были стать полноценными океанскими кораблями с мощным ракетным вооружением. По своей конструкции противолодочный крейсер «Москва» представляет собой двухмачтовое судно, которое имеет развитую трехостровную надстройку. Благодаря наклонному форштевню и шпангоутам с большим развалом удалось улучшить мореходные качества судна. Большая часть корпуса изготовлена из корабельной стали, внутренние переборки и выгородки выполнены из прочных сплавов алюминия. Таким же образом сконструированы палубные надстройки, которые были дополнительно усилены стальными листами в местах пуска боевых ракет. Из тех же алюминиевых сплавов был сделан такелаж. А благодаря двойному дну под цистернами с топливом, распределение погребов боеприпасов по разным частям корабля и продуманная противопожарная система была повышена живучесть Москвы. Даже при затоплении 3 смежных отсеков судно могло оставаться на плаву без потери боеспособности. Корабли серии «Атлант» создавались под новые противокорабельные ракеты «Базальт», обладающие большой разрушительной силой. Однако позже флагман Черноморского флота перевооружили на более мощные ПКР «Вулкан», что позволило повысить огневую мощь. А вместе с уменьшенной массой боевой части значительно увеличился огневой радиус ракеты. Сегодня вооружение ракетного крейсера «Москва» состоит: противокорабельное, комплекс «Вулкан», 16 пусковых установок; противолодочное, 2 пятитрубных торпедных аппарата; 2 реактивные бомбовые установки РБУ, 6000; противолодочный вертолет К-25-27 с ангаром и вертолетной площадкой; двухорудийная корабельная артиллерийская установка АК-130; 8 установок ЗРК С-300Ф «Форд», 2 установки ЗРК АСАМА. Не так давно было принято решение о модернизации флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Планируется заменить «Вулкан» на современные ПКР «Оникс» и сверхточные калибры. Возможно, будут заменены зенитные системы С-300Ф и АСА-М. Корабль был спущен на воду в 1982 году, а спустя год его ввели в эксплуатацию. Он неоднократно нес службу в Средиземном море и посещал порты различных государств. 1986 год прибыл в греческий порт города Пирей.
1989 год обеспечивал безопасность президента СССР Горбачева во время встречи с американским президентом, которая проходила на острове Мальта. 1991 год крейсер «Москва» вернулся на Николаевский завод для проведения ремонта, где корабль простоял более 8 лет. Ввиду политической нестабильности судьба ракетного крейсера была неясна, говорили даже о списании судна ввиду отсутствия средств на его модернизацию. Однако уже в 1998 году судно получило флаг и гвардейское звание, в 1999 году прибыл в порт Севастополя. 2003 год он принимал участие в российско-индийских военно-морских учениях Индра-2003. 2004 год – совместные учения с ВМС Италии. 2008 год – Москва вместе с авианесущим крейсером адмирал флота Советского Союза Кузнецов нес боевое дежурство в Средиземноморье. Свою боевую мощь гвардейский ракетный корабль показал в августе того же года во время вооруженного конфликта с Грузией. 2012 год судно перестало быть отдельной воинской частью. 2013 год корабль был в длительном походе с посещением ряда государств – Португалия, Никарагуа, Куба, Венесуэла. Март 2014 года флагман совместно с другими кораблями Черноморского флота блокировал украинский ВМС в заливе Донузлав. А уже 17 сентября ракетный крейсер сменил в Средиземном море СКР «Сметливый», где нес боевую службу. Конец января 2015 года флагман Черноморского флота вернулся из похода в Севастополь. Интересные факты о Москве. Изначально ракетный крейсер был назван легендарным традиционным именем «Слава», был переименован в Москву только в 1996 году. В 2016 году гвардейский корабль «Москва» был признан лучшим кораблем Черноморского флота. Корабли серии «Атлант» и в частности крейсер «Москва» не являются по сути авианосцами, так как не имеют на борту самолетов. Скорее, «Москва» представляет собой вертолетоносец. Официально шефство над флагманом Черноморского флота закреплено за столицей. В 1989 году на крейсере в сотрудничестве с американскими военными был проведен эксперимент, целью которого было установить возможность дистанционного обнаружения ядерных крылатых ракет. С поставленной задачей флагман частично справился. Корабли серии «Атлант» – первые судна с применением системы корабль-вертолет. До этого на советских кораблях такая система не применялась. На покраску внешнего корпуса судна уходят тонны краски. Корабль имеет установку ЗИФ-121, которая позволяет создавать помехи при попытке его обнаружения. Для борьбы с торпедами и подводными лодками противника на судне установлены две бомбометные установки «Смерч-2». Для поражения головного судна серии 1164 необходимо выпустить минимум 6 ракет с типа «Вулкан», при этом только 1-2 смогут достигнуть цели. На одном двигателе крейсер «Москва» способен идти со скоростью 13-14 узлов. В 2016 году флагман был удостоен наивысшей награды – Орден Нахимова. После того, как в ноябре 2015 года на территории Сирии турецкими ВВС был сбит российский истребитель, правительство РФ приняло решение о размещении противоракетного крейсера «Москва» у берегов Сирии. Сегодня одной из важных задач геополитики России является завоевание и укрепление влияния на Средиземноморье, которое является важным тактическим плацдармом. Конечно, противоракетный крейсер «Москва» имеет недостатки, а именно наличие всего одной многоканальной РЛС подсветки целей комплекса ПВО с 300F. И после вывода его из строя корабль остается без адекватной защиты. В перспективе, после модернизации Черноморского «Атланта» и улучшения его вооружения и технических характеристик, крейсер, если не будет превосходить зарубежные аналоги, то точно не будет уступать. Как итог, это поможет России увеличить свое влияние в Средиземноморье, вытеснив флот Соединенных Штатов. Если вам понравилось видео, то не забывайте поставить палец вверх, а также подписаться на канал. Этим вы очень поможете каналу. А впереди вас будет ждать много интересного.